Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро на неделю с 23 по 29 сентября. Давайте узнаем, что подскажут карты, каковы события ближайшего будущего, как они видят эти события. Я же вас хочу пригласить в описание под видео перейти, и там я ставлю ссылки как и на разные плейлисты, так и на свой сайт. У меня тоже есть разные статьи. И по части, кстати, коридора затмения у нас сейчас идет, ну так теоретически, может быть, возврат какой-то прежней ситуации. И это для нас совершенно необходимо, чтобы мы все расставили по местам перед тем, как совершим какой-то прыжок в будущее. Поэтому энергии, в принципе, вот этой недели, да и, пожалуй, периода до конца года, они могут быть связаны как и с неожиданными событиями, сюрпризами какими-то, но и когда тайны какие-то открываются. Мы могли думать одно, а Его Величество случай тоже будет на нас влиять, когда нам придется некоторую рокировочку своих каких-то предубеждений, может быть, делать, или своих действий даже. Давайте узнаем. У нас сегодня две колоды карт. Одна из них как совет от ангелов. И мы достанем, откроем карту в самом конце. А наш традиционный расклад мы выполним на Таро иллюминатов. И зададим традиционные вопросы. Первый. Что важно знать? Может быть, какие энергии или какая сфера жизни у вас проиграется наиболее ощутимо? Что же будет важно для вас на неделе? Неожиданности или чего не избежать? Чему сейчас не время или что вам может помешать? Опять же, смотрим энергии. И что же вам будет помогать? Что скрыто? Может быть, и мы чего-то не замечаем. Или кто-то скрывает. И по основным сферам жизни первая карта – дела, работа, бизнес, учеба, согласование, документы, все то, что относится к делам. Энергия денег на неделю. Личная жизнь. И что же будет важно? Два направления. Со всеми договориться, но и по финансам решить какой-то вопрос. Или удерживать эти финансы, не потратить, не допустить, может быть, какой-то финансовой бреши. Или действительно какой-то вопрос, когда нужно финансово закрыть. Будет очень важно какой-то нейтралитет и баланс внутри себя самого удерживать. Или в целом какая-то обстановка. Не расслабишься. Но, повторюсь, мелкая карта. Может быть, и есть какие-то досадные недоразумения. Поэтому тогда спокойствие храним. Давайте посмотрим вторую карту. Знаете, может быть некоторая неопределенность вот по пятерке пентаклей, ведь это карта недостатка. И это могут быть ваши мысли. К примеру, у меня не получится какое-то дело. Или решить тот или иной вопрос. Или я не смогу здесь заработать деньги. А вам может поступить какое-то новое предложение. И вы знаете, здесь не стоит сразу отказываться, потому что в неожиданностях принцесса жезлов это всегда как новый путь, новые какие-то наши действия. Действия не те, которые мы прежде как будто выполняли, или в каком-то видоизмененном контексте или варианте. Может быть, это то, что мы где-то и не ожидали. Наша принцесса жезлов как будто собралась куда-то уже идти и пошла. И это именно она сама останавливается. И в этой колоде карт имеют значение цвета. Подкладка плаща красного цвета, олицетворение Марса, словно делится на две части. Ветер ее так с одной стороны подталкивает спину, с другой стороны есть два направления, об этом нам говорит карта, направо или налево. Может быть в неожиданностях ситуация выбора, но именно из-за сомнений. Не бойтесь, мои дорогие, словно остановиться. Остановиться на какой-то короткий момент. И это не значит, что мы что-то притягиваем искусственно из прошлого. Нет. Нам нужно дать время себе подумать и с чем-то определиться. Все же мы идем ведь вперед. А вот как мы будем действовать, скорее всего, что нам может помочь из прошлого, что мы в это будущее возьмем. Вот такая задача у вас, как в преддверии будущего, может стоять в неожиданностях. Чему сейчас не время?
А вот не время оглядываться назад. Или думать, что я буду действовать как прежде, так у меня тоже что-то получится. Или просто ожидать, что какая-то ситуация решится сама по себе. Нет, не решится. Ваши действия какие-то продуманные должны быть. Что же вам тогда помогает? Вы сами себе помогаете. Вам помогает то, что никто не мешает, мои дорогие. Всегда, когда отшельник, я люблю эту карту именно за то, что вот если я себе что-то наметила и выпадает действительно эта карта, поверьте, главное, чтобы мы сами себе в чем-то не помешали. А здесь понятно, что нужно быть очень внимательному к тем событиям, которые происходят вокруг вас. Но ведь это всегда как жизненный путь, как что-то более важное, такое духовно высокое. Да, это где-то дервиш, который готов пройти в одиночку какой-то сложный путь. И это бесстрашная карта, безусловно, но еще одновременно и холодная карта. Рационализм, логика, никаких эмоций, а вот мудрость, терпение. Потому что отшельник идет вперед, как я сказала, но он идет медленно, он не должен себе навредить. И вот, кстати, этот фонарь – олицетворение нашей интуиции, а интуиция – тандем интеллекта вашего. А вы интеллектуалы, знатные, мои дорогие водолеи, и прежнего опыта. Вот совместить воедино. Знаете, интеллект – это не то, что шаблонное сознание или наш разум. Сознание – это всегда то, что мы где-то делаем на автопилоте. Это те ситуации жизненные, которые мы уже многократно проиграли, и они нас пытаются увести в шаблон какой-то. Сознание в целом нам помогает, когда мы сталкиваемся с обыденными вещами, но иногда мы сталкиваемся с тем, что непознанным мы называем, или почему у нас нет опыта. И тогда в некотором плане сознание нам словно мешает, уводя нас в привычный шаблон. А здесь решение вопроса в другой плоскости совсем у вас находится. И именно это, как интеллект, не сознание, а интеллект, это вам помогает. И при том, при всем, умение увидеть ваши возможности и какая обстановка вокруг вас. Не спешите от чего-то отказываться. Здесь действительно вот то, что я сказала по принцессе жезлов, дополняет в позиции, что помогает карта отшельника. Что же скрыто? Вот если вы от чего-то откажетесь, вы как своей судьбе словно... И причем это нам не говорят, чего будет касаться. У кого-то я могу предположить, двойка жезлов, чему сейчас не время. Может вопрос касаться поездки или какого-то переезда. Но, может быть, не на этой неделе вы прямо так с низкого старта куда-то сорвались. Но все-таки помедленней вы какой-то путь должны пройти, к примеру. По колесу фортуны, если мы, продолжу свою мысль, от чего-то отказались, это не значит, что перемены в нашей жизни закончились. Перемены значит, если мы даже пытаемся что-то из прошлого удержать, опять же, двойка жезлов, то какие-то события будут происходить, нас словно может выбросить из какого-то привычного круга, из привычного состояния. Или мы думали, что мы уже что-то словно застолбили, это наше, это вот на года, на века, вот уже точно. А может ворваться Его Величество случай, и нам придется действовать как-то с учетом событий, но совершенно по-новому, как мы даже не предполагали. Вы знаете, вы тут можете в себе найти как скрытые резервы на этой неделе или переключиться совершенно на что-то такое, которое, может быть, и было где-то в потайных уголках вашего разума, сознания, или пусть это интеллектом, может быть, у кого-то мечта. И здесь вам дают возможность, да, это не та возможность, которая, знаете, как на 100%, вот на возьми, к примеру, да, как какой-то подарок выглядит, или как какая-то расслабленность. Да нет, конечно, по отшельнику тут что-то нужно делать по-другому. И все равно вот какая-то главенствующая цель, которую вы себе ставите, она может быть преодолена. Если же вы отказались, то тогда отдали свою судьбу на волю случая. И знаете, все же колесо фортуны, что скрыто, будьте готовы к тому, что вы не можете в чем-то сказать «нет». Или, может быть, и однозначное «да».
Вот эта принцесса жезлов, состояние выбора вас могут поставить перед такой задачей, когда вроде бы нужно совершить разговор, может быть, нужно обязательно проучаствовать в каком-то деле, но в то же время выйти в каком-то нейтральном положении, состоянии, себя не нагрузив какими-то обязанностями, например, но в то же время и попробовать, как будто я не могу отказаться. Поэтому, правда, нейтралитет, вот эта мудрость, она вам помогает. И по колесу фортуны мы можем не видеть, что произойдет дальше, поэтому что-то продумать практически невозможно. Может быть, и хотел бы себе соломки подстелить, но на этой неделе, пожалуй, сложновато сделать, поэтому будьте готовы к тому, что это может быть как обстановка вокруг вас будет меняться, или, к примеру, новости какие-то могут приходить. И вам просто нужно быть в гуще вот этих всех событий. И при том, при всем оставаться отшельником. Это не так просто, потому что по принцессе жезлов не случайно сказала Марс, толкает спину. Эмоции могут где-то накрывать, как по части взаимоотношений, взаимопонимания, так где-то вопросы по финансам могут тоже пересекаться. Пятерка пентаклей в самом начале. Дела, работа, бизнес. У кого-то смена должности, у кого-то вообще смена направления, у кого-то такая парадигма, когда вы, может быть, и думали когда-то, я, возможно, перееду, а возможно и нет. А здесь какие-то обстоятельства вас ставят перед фактом, что этот вопрос нужно решить сейчас. Здесь словно какая-то ваша мечта, цель, намерение в другом каком-то контексте, с какой-то другой, конфигурацией возможности, но тем не менее может быть продолжено, причем это как подарок фортуны. И это не та фортуна, которая, повторюсь, сразу представляет какой-то широкий открытый путь. Нет, тут какой-то, как лазеечка, узкий коридор. И для вас, мои дорогие водолеи, нужно принять во внимание два серьезных аркана. Это карта трансформации. И это все то, что касается дела, согласования, документы. Здесь что-то заканчивается. Может быть, какой-то вопрос у вас и не получится осуществить. Значит, какая-то тема, отчасти мы можем понимать и так, не может быть продолжена. И тогда вы не рискуете собой. То есть, если вы видите, что вот сейчас какой-то вопрос, не тпру, не но, оставьте. Ведь всегда по этой карте нам дают совет своеобразный. Ты вот это дело не тормоши, не педалируй. Некоторая трансформация происходит. Будьте к этому готовы. Два серьезных аркана. Может быть, по этой карте, ведь это еще и карта освобождения. Это то освобождение, которое не совсем простое. Но вы какой-то шанс, мои дорогие водолеи, не должны упустить. Я вижу так. Ёлки-палки. Правда. Три старших аркана, посмотрите, колесо фортуны. 13-й аркан, смерть. Но я надеюсь, все правильно понимают. Это именно не про смерть, а про трансформацию. Она происходит. И я не могу сказать, что это легко, потому что аркан башни – это тоже освобождение. Ведь первые карты башни изображалась тюрьма, как зона ограничений. Причем мы это за ограничения не считали. Мы думали, о, все, класс, в принципе, это наши стены, это то, что нам знакомо, это то, что родное. То есть мы как-то неправильно видели, где мы находимся. А здесь мы это понимаем, что, елки-палки, если правда, если я сейчас где-то торможу, то я могу или отдать свою судьбу на волю случая, или все может пойти по какому-то вообще другому сценарию Всевышнего, может быть. Но вам придется принимать очень важные решения, как и по части финансов, как и по части взаимодействия, как, повторюсь, у кого-то по работе, у кого-то переезд, у кого-то с документами. Три вот этих старших аркана можно трактовать, будьте готовы к неожиданностям, раз. Может быть, вам придется словно запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, два. Или, я еще говорю, и в принципе есть такая колода поддержки патронажа ангелов. Там аркан башня прорисован, когда человека ангел берет за руку и выводит, отводит даже от той башни, которая через некоторое время будет
от попадания молнии разрушена. Правда, тут не упустить какой-то момент. И это освобождение, когда мы в первую минуту чувствуем турбулентность или невесомость, падают, да, как будто из этой башни. Что делать, непонятно. И тем не менее, это какая-то свобода. По этим двум арканам как раз освобождение и проходит. Но, повторюсь, освобождение от того, к чему мы привыкли или считали, ну, как свое надежное, родное. Вот какие-то такие моменты могут быть в личной жизни. Ну, есть поддержка, правда. У кого-то может проиграться, как те отношения, которые были до этого времени. Могут объявиться друзья, которых вы знали, какие-то прежние знакомые. Могут быть и прежние предложения. Это могут проходить ваши родственники, может быть, те, которые далеко. Отношения на расстоянии тоже могут проигрываться с какими-то возможностями. По этой карте хоть и есть ностальгия, но все-таки именно вот в этой колоде это карта искренней поддержки. Почему? Потому что, повторюсь, цвета имеют значение, двое детей, белый цвет волос. Это именно про искренность, это про какую-то надежность. И кто знает, может быть, именно на этой и неделе среди какой-то неразберихи между, к примеру, вопросами по финансам, которые вам нужно согласовывать, или какой-то финансовой брешью, и которую вам придется решить, и недопониманием, может быть, со стороны некоторых персонажей или вашего окружения, смотря где вы находитесь, есть все-таки те люди, которые вас и поддерживают, и понимают. И это дорогого стоит. Может быть, это один человек. Этого достаточно. Давайте карту совет достанем. Неожиданный расклад совершенно. Какой же совет дадут водолеям? Вот эта история, которая закрутится на этой неделе. Может быть, уже вы даже не на этой неделе, а прежде уже видели, что, ну да, куда-то так разворачиваются события, и ожидай чего-то неожиданного или сюрпризов. И вот это продолжится в ближайшие месяцы. Или какой-то вопрос, может быть, постепенно все встанет на свои места, ведь об этом нам говорит карта. Словно ступени, посмотрите, ведут к получению желаемого. Но нам ступенька за ступенькой еще предстоит какой-то путь пройти. Но отшельник идет медленно и надеется сам на себя. И это вам помогает. А еще я могу сказать, знаете, очень символично по отшельнику это как наша судьба. Это как ваша миссия, мои дорогие водолеи. Вот что-то такое, которое важно именно вам, вашей душе, вашим планам. Может быть, мечта детства, кстати. Я такое могу себе предположить. И появляются возможности или больше возможностей на этой неделе. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.